Путешествие киномана. Выпуск номер 12. Мультфильм «Заколдованный мальчик», 1955 год. Подкаст-версия. Длительность 45 минут. Режиссеры Владимир Полковников, Александра Снежка-Блодская. Сценарий Михаил Вольпин, Сельма Лагерлёв. Студия «Союзмультфильм». 1955 год в истории. 25 января – формальное окончание Великой Отечественной войны. 12 марта умирает Чарли Паркер. Май – выход в прокат фильма «Школьные джунгли» режиссера Ричарда Брукса, где звучит композиция Билла Хейли «Рок круглые сутки». Начало эпохи рок-н-ролла. 14 мая – образование Организации Варшавского договора. Издан роман Джона Толкина «Властелин колец». 16 июня выходит 15-й полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея «Леди и бродяга». В 1990 году мультфильм был частично перемонтирован. Это 7-й полнометражный мультфильм студии «Союзмультфильм». Стадия 1. Обыденный мир. Нильс заявляется хулиганом. Жестокое обращение с животными, но изредка осознает свои гадкие поступки. Утверждает, что не знает о происходящем с ним, когда он собирается делать уроки. Очень сильно отвлекается внезапный голод, сон, невнимательность. Нильс – жертва своего ленивого мозга, который всеми силами экономит свою энергию. Ломает голову над задачей. Процесс идет очень тяжело. Стадия 4. Встреча с наставником. Это встреча с гномом. Узнаем, что Нильс хитрый и умный переговорщик. Взамен за освобождение гнома просит решить за него задачу. Требует от гнома соблюдения своих художественных особенностей решения задач. Гном дважды переделывает домашку, но Нильс не собирается отпускать его. У Нильса на гнома свои планы, а домашка была проверкой волшебных сил гномика. Однако гном успешно освобождается. Специально провоцирует мальчишку. Нильс ловит гнома с очком и загадывает желание. Но делает слишком общую формулировку желания. Становится маленьким, как гном, но без суперспособностей. Интересный ход. Нильс-малыш пытается удержать сачок в равновесии. Для чего авторы это сделали? Вызвать большую симпатию к герою. Стадия 5. Преодоление первого порога. Нильс в погоне за гномом буквально преодолевает порог своего путешествия. Приключения начинаются. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Испытания начинаются сразу с порога. Воробей, первый увидевший Нильса, кричит всем во дворе о маленьком и беззащитном Нильсе. Гуси начинают играть им вместо мяча. Стадия 2. Зов к странствиям. Дикие гуси, пролетающие в этот момент над домом Нильса, приглашают всех желающих с собой в Лапландию. Непонятно только, что такого в Лапландии для домашних гусей. Райские кущи. Зачем дикие гуси зовут домашних? Если потом будет ясно, что для вступления в стаю нужно пройти испытание. Откуп для злых духов и хищников. Стадия 3. Отвержение зова. Домашние гуси отказываются. Только Мартин решается. Нильс ухватывается за его хвост и пытается остановить его. Требует возврата домой. Стадия 2 и стадия 3 находятся не на своих местах. Но, как видно, может быть и такое. Испытание Нильса. 1. Поет водой уставшего Мартина. 2. Делает ему компресс полотенцем. Откуда взялось полотенце? Магия? Волшебство? 3. Спасает стаю от лиса. Отсылка к серой шейке 1948 года полковникова Амальрика. Храбрости Нильсу не занимать. Ему разрешается остаться со стаей и лететь в Лапландию. 4. Благодарит гусеницу за помощь. 5. Поднимает бельчонка обратно на дерево. 6. Благодарит белку за орешки. Белка указывает путь к гному. 7. Купается в пруду. Проходит обряд очищения. 8. Просит прощения у гнома. Получает дальнейший квест. 9. Стойко преодолевает погодные неурядицы при перелете в Лапландию.
10. Благодаря своим навыкам чтения и счета спасает замок от серых крыс. Плюс умеет работать руками, вырезает волшебную дудочку. Крысы – отсылка к фашизму. Союзники, Сова и Книбекайзи, помогают пройти испытание в замке. 11. Испытание с бронзовым королем и деревянным боцманом. 12. В Лапланде Нильс помогает животным. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Находится в стадии 6. Нильс наконец-то сосчитывает количество дырочек на своей дудочке. Понимает, что квест наполовину пройден. На крыше ратуши он собирается с мыслями. После испытания королем и боцманом проходит вторую часть квеста. Нильс все еще дерзкий, и его послушание не закончено. Стадия 10. Обратный путь. Буквально обратный путь. Стая возвращается обратно из Лапландии. Мартин в стае летит вторым по левое крыло Книбекайзи. Неплохая карьера, если бы он байкером в клубе для домашнего гуся. Как он дорос до такого уровня? Судя по расположению в стае, он либо скт, этармс, либо казначей. Хочу посмотреть сиквел о его восхождении в стае. Пролетают над всеми локациями приключений и испытаний. Нильс получает самую финальную часть квеста от гнома. Стадия 8. Главное испытание. Нильс освобождает Мартина из сарая, где его держали для праздничного ужина. А какой праздник? По условию квеста Нильс жертвует своим возвращением ради Мартина. Что интересно, у Нильса с Мартином был запасный план продолжить путешествие со стаей на юг. Стадия 9. Награда. В награду гном возвращает Нильсу его прежний вид. Стадия 11. Возрождение. Расколдованный Нильс стучит в окно своего дома. Конец. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. Отсутствует, но было бы интересно посмотреть на нового Нильса. Да, посмотреть, как он теперь функционирует с окружающими. Выводы, вопросы, ассоциации. 1. Почему нет визуальных изменений с Нильсом? Шрам – элемент одежды, подарок от стаи. Хоть что-то должно было измениться в облике Нильса, как следствие его внутренних изменений. 2. Что делает дудочку волшебной? Никакого условия при создании этого артефакта. Она должна быть из священного дерева, например, дуба или кедра. Или обряд для получения благодати. Что-то похожее должно присутствовать в истории. 3. Ее. Книга мудрости реально хорошая. Первым вопросом был, как познать истину. Там и ответ был. Далее, как солить грибы. На контрасте смеялся. Эх, полистать бы ее подольше. Что там дальше за вопросики с ответами? Как превращать свинец в золото? 4. Был ли гном схвачен случайно? Он смог сам выбраться из-под крышки сундука. Это была спланированная акция возмездия, организованная животными со двора. Они наняли гнома для расправы над Нильсом. 5. Без сомнения, это один из лучших образцов советской мультипликации. 6. Довольно запутанная структура у мультика. Теперь мне видно, что стади можно передвигать местами, и все равно будет весьма хороший результат. Возможно, двигать стади можно в ограниченном виде, не всегда и не во всех случаях. 7. Если бы не Мартин с его решительностью, Нильс улетел бы со стаей в Лапландию. Встал бы на путь исцеления. Но Нильс с Мартином собирались лететь дальше на юг, если бы Мартин не захотел потешить свое эго в сарае. 8. Мне хотелось бы, чтобы авторы больше сосредоточились на отношениях Нильс-Мартин. Совместные испытания и забота друг о друге смягчает сердце Нильса. В повести они больше взаимодействовали. 9. Почему Нильс такой в начале? Абьюзивные отношения в семье, пьющий отец, безумная мать, помешанная на порядке. Что заставляет Нильса быть таким? 10. Список архетипов. Мартин – решительный герой. Нильс – обыкновенный герой. Воробей – привратник. Серые крысы – бронзовый король, тени. Летающие животные в Глемингенском замке, деревянный боцман, Мартин, Книбекайзи – союзники. Гном, Книбекайзи – наставники.